Всем привет! Продолжаю записывать видео по плейлисту PostgreSQL. В прошлых видео я рассказывал, как установить SUBD Postgres из исходных кодов, либо с помощью пакетов. В этом видео поговорим о базовом функционале и использовании утилиты PSQL. Это терминальный клиент для доступа к базе данных Postgres. Давайте запустим терминал. Так, сейчас сделаю удобнее. Так, в первую очередь переключимся на пользователя Postgres с помощью команды sudo su из Postgres. Вводим пароль от пользователя sudo. Таким образом мы переключились на пользователя Postgres. Можно посмотреть документацию по утилите PSQL с помощью команды man PSQL. Попадаем в раздел документации. Посмотрим, какие тут есть параметры. Давайте наиболее важные посмотрим. Значит, параметр -d – это имя базы данных, к которой мы хотим подключиться. Так, смотрим дальше. Так, -h – hostname, то есть это имя машины, на которой располагается сервер SUBD. По умолчанию это localhost, то есть текущая машина. Так, смотрим дальше. Параметр -p – это порт. По умолчанию порт 5432. Так, что тут еще есть важного? Да, -u – это имя пользователя, под которым мы подключаемся к базе данных. Так, нажимаю Q для выхода из справки. То есть, как использовать PSQL? Значит, можно задать имя базы данных, к которой подключаемся, -d, потом это имя базы данных тест. Базу данных тест мы создавали в прошлом видео. Так, дальше указываем пользователя, как будет Postgres. Так, имя машины, Debian в данном случае, и порт 5432. Так, ну вот имя машины пока не будем использовать, потому что будет ошибка. Как настраивать имя машины и подключаться к другому хосту, будет рассказано в следующем видео. Так, ну вот с такими параметрами давайте попробуем подключиться. Так, ну вот мы подключились к базе данных тест. Вот, значит, под пользователем Postgres и порт 5432. Значит, /q выход из PSQL. Так. Если мы просто запустим PSQL, то все параметры возьмутся по умолчанию. Значит, будет база данных Postgres, мы к ней подключимся под пользователем тоже Postgres и порт 5432. Так, и параметр команда coninfo выводит информацию о подключении. То есть вот говорится, что мы подключились к базе Postgres как пользователь Postgres и порт 5432. Можно, не выходя отсюда, подключиться к другой базе тест. Значит, /c тест. Так, и вот мы уже подключились к базе данных тест, тоже под пользователем Postgres. Так, команда /знак вопроса показывает список доступных команд PSQL. Достаточно много команд. Так, нажимаем Q для выхода отсюда. Так, дальше команда /знак вопроса variables показывает список переменных в PSQL. Так, давайте распечатаем какую-нибудь переменную. Так, переменных много. Так, значит, нажимаем Q. Как распечатать? Значит, /echo. Так, потом двоеточие и имя переменной. Например, version. Получили версию. Давайте еще распечатаем порт. Так, значит, эхо, двоеточие, порт. 5432, да, порт по умолчанию. Так, значит, команда еще есть /h. Это список команд SQL уже. Так. Также можно вывести подробную информацию о команде, например, /h delete. Хотим получить информацию о команде delete. Так, вот попадаем в такую справку. Значит, delete – это команда для удаления строк из таблицы.
Давайте выполним какую-нибудь команду. Значит, select звездочка from pg database. Точка запятой. Значит, команды оканчиваются точкой запятой. Так, вот получили такой вывод, не очень красивый, из-за того, что у меня крупный шрифт. Значит, что такое PG Database? Это каталог, который содержит информацию о всех базах данных в кластере. Очень часто требуется получить список всех баз в кластере. Как раз это можно сделать вот с помощью такой команды. Давайте выберем не все столбцы, а только те, которые нас интересуют. Select OID – это идентификатор базы данных, потом dat name – это имя базы данных, и data.cl – права доступа. Так, from pg database. Точка запятой. Так, ну получили такой более-менее нормальный вид. Что мы здесь видим? Значит, это строка заголовка, в которой перечислены названия столбцов. Потом идут, собственно, данные строки. И финальная строка, в которой указывается количество строк, которые запрос вернул. В данном случае 4 строки. По умолчанию выравнивание идет по содержимому. Значит, команда /a переключает выравнивание. Давайте попробуем. Значит, /a. И еще раз выполним запрос. Нажимаем 2 раза вверх и попадаем в запрос, который уже был, чтобы его еще раз не набирать. Выполняем запрос и видим, что теперь никакого выравнивания у нас нету. Так, такой получился вид. Чтобы опять вернуть, как было, значит, опять выполняем /a. Еще раз запрос, и все вернулось как было. Дальше есть параметр /t, который отключает или включает заголовки и финальную строку. Так, если мы выполним. Так, и еще раз запрос. Вот видим, что теперь заголовков нету. Есть только данные. Так, давайте опять включу строку с заголовками. Так, еще раз выполним запрос для проверки. Так, ну вот все вернулось как было. Так, давайте еще раз отключим выравнивание. Так, и еще раз выполним запрос. Так, вот все параметры форматирования можно увидеть с помощью команды pset. Так, параметров достаточно много. Ну, давайте рассмотрим field sep параметр, значит, разделитель столбцов. Давайте его зададим какой-то другой. Сейчас по умолчанию это вертикальная черта. Давайте сделаем пробел. Значит, pset field sep. Так, и тут указываем пробел в качестве разделителя столбцов. Так. И еще раз выполняем наш запрос. Видим, что теперь разделитель столбцов стал пробелом. Так, ну давайте вернем как было. Так, вертикальная черта. Так, и опять делаем вид, который был. Есть расширенный формат X. Давайте его включим. Так, и посмотрим, как он будет выглядеть запрос. Значит, делаем select звездочка from pg database. Делаю звездочку, чтобы вывести вообще все столбцы. Посмотрим, какой будет вид. Ну и вот вид такой достаточно удобный. Все столбцы идут как бы по строкам. Так, нажимаю Q для выхода. Так, отключу опять этот формат. Так, и проверим. Делаем этот запрос. Опять получился такой вывод. Очень красивый. Так, можно применить этот расширенный вывод только к конкретной команде. Значит, тут точку запятой стираем и делаем в конце /gx. То есть выводим вот этот запрос конкретный в расширенном формате. Так, вот видим, что формат расширенный для этого запроса. Соответственно, для других запросов уже будет формат по умолчанию, либо который задан. Давайте запустим еще один терминал. Так, сейчас настрою вид.
Так, переключусь тоже на пользователя Postgres. Так, ввожу пароль суперпользователя. Так, вот есть, например, команда операционной системы pvd. Это получение текущего каталога. Вот в PSQL, оказывается, также можно выполнять команды shell. Для этого надо набрать слэш восклицательный знак. И дальше команда pvd. Так. Вот мы получили путь к текущему каталогу. Также можно задать переменное окружение. Например, setInf. Дальше имя переменной. Так, и значение переменной. Например, hello. Таким образом. И давайте распечатаем это значение с помощью команды shell, тоже эхо, $, и название переменной. Так, вот мы получили значение переменной тест. В PSQL можно перенаправить вывод в файл с помощью команды /o. Давайте перенаправим вывод в файл, например, result.log. Вводим такую команду, нажимаем Enter. Так, и в другом терминале посмотрим содержимое каталога, видим, что появился файл result.log. Сейчас он пока пустой. Так, ну, давайте выполним какой-нибудь запрос. Значит, select id dat name data cl from database. Нажимаем Enter, и ничего на экране у нас не появилось. Так, посмотрим теперь содержимое файла result.log с помощью команды cat и result.log. Так, ну вот видим, что наш запрос, то есть результат запроса, оказался в этом файле. Таким образом. Так, можно его посмотреть и здесь. Также, например, слэш восклицательный знак, потом cat и имя файла result.log. Так, также мы получили его вывод. Так, если мы еще раз выберем команду /o, то мы отменим вывод в файл, и вывод вернется на экран. Так, еще раз выполним команду. Вот теперь эта команда, результат команды вывелся на экран, а не в файл. Давайте переключимся на расширенный формат /x. Так, и выполним запрос select звездочка from pgtables. pgtables — это представление, которое выводит информацию о таблицах. Так. Бывает, часто нужно вывести список таблиц. Так, нажимаю Q. Так, верну опять обычный вид. Давайте выберем, значит, table name from pgtables. То есть нас интересуют имена таблиц. Так, ну таблиц достаточно много. Так, нажимаю Q. Давайте ограничим вывод 5 таблицами. То есть сделаю лимит 5. Так, значит, только 5 строк. Допустим, я хочу узнать количество строк в таблице pg-statistic. Давайте сделаем запрос. Select count звездочка from pg-statistic. Так. Запрос вернул число 409. Значит, в таблице pg-statistic 409 строк. Так, ну, теперь я хочу получить информацию о количестве строк в каждой из этих таблиц. Как это сделать? Так, значит, применяю конструкцию формат. Формат. Так, тут скобочки. Так. И здесь делаю запрос. Значит, select count звездочка. Таким образом, from. Так, тут процент I и точка запятой. Теперь вместо процент I подставится имя таблицы.
соответственно, из vtables. Выполним запрос. Получилось такое множество команд. Значит, здесь есть заголовок и есть финальная строка с количеством строк. Давайте их уберем. Так, значит, сделаю /g и здесь укажем форматирование. Значит, tuples only равно on. Так, и дальше формат равно null-init. Так, посмотрим результат. Уже точку запятой не нужно. Так, вот видим, что у нас появились только такие запросы, и нету заголовка, и нету результирующей строки. Так, значит, здесь у нас только, соответственно, данные и формат без выравнивания какого-либо. Так, если мы к этому запросу в конце добавим, например, dba1.log, то результат этого запроса сохранится в файл dba1.log. Давайте посмотрим список файлов. Так, видим, что появился файл dba1.log. Давайте посмотрим его содержимое. Видим, что в этом файле 5 наших запросов. Как их выполнить? Прямо все сразу. С помощью команды /i и имя файла dba1.log. Так, и вот все эти запросы выполняются по порядку. Первый запрос, второй, третий, четвертый, пятый. Так, можно его выполнить и вне PSQL. То есть также надо PSQL передать название файла с этими командами dba1.log. Так, ну вот запрос также выполнился. И мы, соответственно, остались в терминале. Так, еще один способ выполнения запроса. Ключ F. Так, вот он также выполнился. Так, возвращаемся в PSQL. Так, значит, вот у нас есть такой запрос. Как выполнить все то же самое, только без создания файла. Все это стираем. И, значит, здесь у нас ключ gexec. Так, нажимаем Enter. И видим, что все эти команды выполнились без создания файла. В PSQL можно создавать переменные и устанавливать им значения. Что это делается с помощью команды set. Создадим переменную тест со значением high. Таким образом. Так, и распечатаем это значение. Значит, /echo и двоеточие тест. Так, получили значение high. Также можно сбросить значение переменной с помощью метода onset. Так, onset и имя переменной тест. Так, если мы еще раз попробуем распечатать, то распечатается просто двоеточие тест, а не значение. Выберем текущее время. Select now. Такая команда. Очень часто бывает полезно вывести время. Давайте сохраним время какой-то переменной. Значит, select now as current time, то есть текущее время. Так, и тут, значит, /g set. То есть устанавливаем переменную current time, которая равна текущему времени. Так, и теперь давайте выведем значение этой переменной echo current time. Так, вот, то есть это не текущее время, а то время, которое было на момент создания этой переменной. Можно вывести список всех установленных переменных с помощью команды /set. Видим, что как раз наша переменная есть в этом списке. Еще можно выполнить запрос, который проверяет, установлена ли переменная. Значит, вводим echo, двоеточие, значит, здесь фигурные скобки, вопросительный знак и имя переменной. CurrentTime. Так, значит, если такой запрос возвращает true, значит переменная CurrentTime установлена. Так, если мы выполним какой-то запрос для переменной, которой нету,
то, соответственно, результат будет false. Переменной такой нету. Давайте выполним команду /d pgtables. Значит, здесь мы получили информацию о столбцах представления pgtables. Так, я хочу сделать запрос, который выводит 5 самых больших таблиц. Как это сделать? Давайте писать запрос. Значит, выбираем так, table name, то есть имя таблицы. Потом нужно определить размер. Это pg, значит, total relation size. Так, надо ему передать, значит, имя схемы. Схема name. Так, склеиваем с точкой. Так, и склеиваем имя таблицы table name. Table. Так, назовем этот столбец bytes. То есть количество байтов он вернет. Так, from pgtables. И сделаю сортировку. Order by bytes. То есть сортировку по размеру и по убыванию. Слово desk. То есть сначала самые большие таблицы, потом будут меньше и меньше. Так, и ограничу 5 таблицами. Лимит 5. Так, и точка запятой. Так, вот получили 5 самых больших таблиц. Так, неплохо бы вот такой запрос сохранить. Давайте сделаем переменную топ-5. Так, значит, set, им переменной топ-5. Так, и здесь в кавычках такой запрос. Так, у нас в этом запросе есть кавычки, их надо, соответственно, экранировать еще одними кавычками. Так, и в конце еще одна кавычка. Таким образом. Так, вот мы создали переменную топ-5. Давайте посмотрим ее значение. Топ-5. И выполняется этот запрос, в котором, соответственно, 5 самых больших таблиц. Как сделать так, чтобы эта переменная не пропала при закрытии PSQL? Открываем терминал. Нам нужно поправить файл с помощью редактора Nano. Так, значит, который располагается в домашней директории пользователя Postgres. .psql.rc. По умолчанию этого файла нету. Этот файл выполняется при старте PSQL. И давайте в этот файл добавим эту команду, которая создает, соответственно, переменную топ-5. Здесь вставляем. Так, Ctrl-O. Сохраняем этот файл и выходим из редактора Nano. Так, теперь проверяем. Выходим из PSQL /q и еще раз запускаем PSQL, подключаемся также к базе данных тест. Так, и теперь пробуем переменную топ-5. Так, и все отлично. Мы получили 5 самых больших таблиц. Давайте выполним еще один запрос. Select звездочка from pgtables. Так, вот такой вид. Такой вид очень нехороший. Ну, не нравится мне. Так, как это изменить? Давайте в другом терминале поправим файл. Значит, с помощью редактора Nano. PSQL.rc. Это файл, который выполняется при старте PSQL. Так, тут уже одна команда есть. Так, давайте добавим команду. Значит, get env. Так, PSQL pager. Так, и значение less пробел дефис xs. Нажимаем Ctrl-O. Так, сохраняем файл и Ctrl-X выходим. Так, теперь перезапустим PSQL. /q выход и еще раз запускаем. И выполняем тот же запрос. Так, ну вот видим, что вид стал
более удобным. Если нажимать стрелочки вправо-влево, соответственно, вид меняется и видим другие столбцы. Так, давайте выйдем. Так, теперь я хочу, вот, чтобы вот здесь отображалась роль, под которой мы подключились к базе данных. Так, значит, выведу список всех переменных с помощью команды /set. И нас интересует вот эти две переменные. Давайте их скопируем. Так, и опять во втором терминале запускаем редактор Nano. Редактируем файл PSQL-RC и здесь вставляем. Так, значит, нужно переопределить эти переменные. Нет. Так, и тут в начало добавляем, значит, процент, n и собачка. Такая волшебная команда. Равно стираем. Так, здесь, значит, процент, n и собачка. Ctrl-O. Сохраняем и выходим. Так. Тут, соответственно, делаем выход. И еще раз запускаем PSQL. Так, и вот теперь у нас отображается роль или имя пользователя, под которым мы подключились к базе данных. Также часто бывает необходимо вывести время выполнения запроса. Давайте опять это сделаем с помощью правки файла PSQL-RC, который выполняется при старте PSQL. В конец добавим timing on. Так, Ctrl-O, сохраняем и вводим. Так, перезапускаем опять PSQL. Так, выполняем опять запрос. Select звездочка from pgtables. Так, нажимаем Q. И вот появилось время выполнения данного запроса. 1.838 миллисекунд. Давайте немножко расскажу про транзакции. Значит, транзакция — это логическая операция в базе данных, которая состоит из набора команд. И суть в том, что она либо вся полностью выполняется, либо вообще не выполняется, и не должно быть никаких изменений в базе, если она не выполнилась. Давайте попробуем сделать пример. Значит, начинаем транзакцию с помощью ключевого слова begin, точка запятой. Так. Создадим таблицу. Create table. Таблицу T, которая состоит из одного столбца ID целого типа. И первая команда, мы создали таблицу, и теперь хотим в эту таблицу вставить оператор insert into t, так, values, там 1. Вот такая команда вставки в таблицу. Соответственно, данные в таблицу вставились. А если мы совершили ошибку и написали, например, slitно insert into, таким образом. Ошибка, да, то есть мы неправильно написали. Что происходит у нас с транзакцией? Так, если мы сделаем commit, то есть фиксируем. Так, у нас тут rollback происходит, потому что была ошибка. Так, и если мы сейчас попробуем вывести значение из таблицы t, select звездочка from t, у нас ничего не получится. Такой таблицы нет просто. То есть транзакция не выполнилась и таблица не создалась. Как сделать так, чтобы после каждой команды транзакции сохранялась как бы точка восстановления, в случае чего при ошибке можно было вернуться к этой точке. Так, нужно установить параметр set, значит, on error, так, rollback on. То есть в случае ошибки делать rollback. Так, устанавливаем этот параметр. Так, давайте еще начнем одну транзакцию. Begin. Так, создаем таблицу T, table T, которая состоит из одного поля ID целого типа. Так, таблицу успешно создали. Так, ставим эту таблицу.
значение без ошибки. И сейчас совершим ошибку умышленно. Таким образом, ошибка есть. Так, все нормально. Так. И после этой ошибки делаем коммит. Так, таким образом. Так. И проверяем, вообще создалась наша таблица или нет. Делаем select звездочка from T. Так, вот видим, что таблица создалась. Хотя в транзакции была ошибка. Ну, как бы после этой ошибки произошел rollback на последнюю успешную выполненную команду. На этом я видео заканчиваю. В данном видео мы познакомились с базовым функционалом программы PSQL. Это терминальный клиент для подключения к SUBD PostgreSQL. Надеюсь, вам понравилось. Я видео снимал очень долго, готовился к съемкам тоже долго, все проверял, чтобы, соответственно, получилось качественно и интересно. Если что-то непонятно, спрашивайте в комментариях. Также большая просьба поставить лайк под данным видео и подписаться на данный канал. Если вам нравится то, что я делаю, можно сделать добровольное пожертвование. Ссылка на донат будет под видео. Буду рад любому донату, даже сумма в 100 рублей будет очень приятно. До скорого.